Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 5 октября, выпуск промежуточный, он же экстренный, и мы с вами обсудим те события, которые произошли с нашего предыдущего выпуска. Предыдущий выпуск был в воскресенье, итоги недели с Сергеем Жирновым, и вот те события, которые произошли, даже давайте, наверное, возьмем с субботы, с прошлой, мы с вами обсудим. Да, хочу сразу попросить вас, если вы поддерживаете нас, поставьте лайк к этому видео и оставьте свои комментарии. Можете оставить в комментариях к этому ролику свой вопрос, и в пятницу я буду отвечать на ваши вопросы. Наиболее популярные вопросы обязательно получат ответы. Я надеюсь, вам наш формат ответов на вопросы нравится. Я понимаю, что не всегда могу дать ответ на какой-то вопрос, потому что руководствуюсь соображениями безопасности, в том числе и людей из нашей команды. А то, что могу говорить откровенно и могу говорить уже сейчас, обязательно отвечу. Так, теперь перейдем к событиям. Владимир Путин удалялся на короткий отдых. Я и правильно именно сказал, удалялся. Удалялся в Сибирь, посещал места силы так называемые, посещал шаманов, которые ему посоветовал в этот раз уже не Шойгу, а Шалбан Караул. Но сути дела это не меняет. Шаманы, вернее шарлатаны, одни и те же. Прошлые шарлатаны поплатились. Я напомню, что мы сообщали перед началом войны, Путин также посещал шаманские обряды, шаманы ему пророчили быструю победу, чуть ли не молниеносную, и власть над миром. Что мы видим? Мы видим, что победы нет, власть над миром куда-то уплывает в какие-то иллюзорные дали, где она, собственно говоря, и была, покоилась где-то в шизоаффективном расстройстве, вернее, в шизофрении Владимира Путина. Но Путин опять решил посоветоваться с высшими силами в преддверии больших событий. Что такое большие события, я думаю, вы знаете. Я уже говорил. Принципиальное решение о нанесении ядерного удара Путиным принято. Вопрос только во времени и в цели, которая будет поражена. Шаманы рассказали Путину, что увидели огненную птицу, которая несет победу и смерть. Расшифровывать свои бредни они не стали. Доверили шизанутой фантазии Владимира Путина самому расшифровывать эту ахинею. Путин, несомненно, это расшифрует для себя, несомненно, будет трактовать так, как ему выгодно. И последствия этих решений мы увидим уже, как я люблю говорить, в ближайшее время. Если, конечно, не произойдет экстраординарных событий и решение Владимира Путина не будет заблокировано, что тоже вполне вероятно. Вполне вероятно, в последнее время эта вероятность растет в геометрической прогрессии. Я немножко позже расшифрую вам, что я имею в виду. Итак, Путин немного отдохнул, готовят бункеры, решение о нанесении удара тактическим ядерным оружием Путин будет принимать в бункере. Будет в бункер погружена вся его родня. Я говорю так, немножко скептически, потому что иначе воспринимать это практически невозможно. Кабаева с детьми, две старшие дочери с детьми и сожителями, ну и также некоторая часть руководства в России. Мы уже писали у нас в телеграм-канале, что далеко не все из российского руководства будут эвакуированы в этот ответственный момент. Ну, Путин будет принимать решения из бункера, также в бункере будут находиться его родные и близкие. Российское руководство будет эвакуировано в бункер исключительно в случае ответного удара, иначе и быть не может. Иначе будет паника, иначе все поймут, что происходит что-то неладное. Поэтому, конечно, эта крыса, президент Путин, будет сидеть в бункере уже в безопасности. А остальные, по мере того, как, я имею в виду остальные из российского руководства, и то только те, по кому принято решение, что эти люди будут эвакуированы только в случае нанесения ответного ядерного удара. В других случаях
переждут, ничего страшного нет, как считает Путин. То, что, конечно, далеко не все в российском руководстве будут эвакуированы в случае ядерной войны, этого стоило ожидать. Э, Многие, многие, я знаю это точно, в российском руководстве скептически смотрят на мир, вернее, даже не скептически, а фаталистически. Думают, что с ними, все, что с ними должно произойти, произойдет. Жизнь скоротечна, свое они пожили. Должна быть ядерная война, значит, будет. Особо сопротивляться они не собираются. Да и в сущности считают, что не имеют возможности. Но, но есть люди, которые, в том числе в военном руководстве, в том числе в силовом руководстве, которые не согласны с этим мнением. Многие из этих людей не попадают в план по эвакуации, но не собираются расставаться с жизнью и не собираются доверять свою судьбу и судьбу своих близких сумасшедшему президенту. Путин откровенно в последнее время слетел с катушек. Об этом говорят многие в его окружении. Все понимают, что болезнь у него прогрессирует, у него онкология. Если боли раньше удавалось купировать, сейчас боли удается купировать далеко не всегда. Постоянное давление на его психику из-за этих болей сказывается в принятии им неадекватных решений. По части возможностей. Давайте опять-таки обсудим, наверное, или во время ответов на вопросы, или во время наших итогов недели с Сергеем Жирновым. Сейчас немножко перейдем к другой теме. Мы с вами видим, в информационном пространстве активизировался так называемый бывший повар Путина, а ныне хозяин ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. И он ведет довольно интересную деятельность. Раньше он был чистейшей марионеткой, конечно. Он был номинальным хозяином так называемой ЧВК «Вагнер», имел довольно опосредованное отношение. В основном он имел отношение к финансированию своей организации. Это да. Но сейчас это полноправный хозяин. Он взял в свои руки руководство всеми структурами, которыми раньше владел номинально. И сейчас, видимо, амбиции у него зашкаливают. Но, во-первых, на фронте в Донецкой области был застрелен подполковник российской армии. Был он застрелен одним из бойцов ЧВК. Пригожин категорически, еще раз подчеркиваю, защищает своего человека и даже угрожает представителям Министерства обороны. Но Министерство обороны тоже заинтересовано замять этот случай для того, чтобы не было паники, для того, чтобы не было недовольства в войсках. Этот случай будут, конечно, пытаться замять. Я не знаю, как быстро он всплывет, но то, что всплывет рано или поздно, нет никаких сомнений. Так вот, Пригожин имеет возможности угрожать представителям Министерства обороны. Это не рядовые солдаты, не полковники, вернее, не подполковники, даже не полковники. Это высокопоставленные генералы. И Пригожин довольно смело разговаривает с ними напрямую и, еще раз подчеркиваю, угрожает им. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что это первая ступень, это прекрасно понимают и силовики. Мы уже тоже рассказывали о том, что в былые времена, еще до войны, представители ЧВК убивали сотрудников ФСБ. Да, это, безусловно, было не массово, это всего пара случаев, но это показательно. Показательно, что никак не поплатился за это ни сам Пригожин, ни те люди, которые покушались на сотрудников ФСБ. Довольно серьезная вещь. Сейчас в силовых структурах, руководство силовых структур, вернее, всерьез опасается, что после окончания войны, чем бы она ни закончилась, так называемые ЧВКшники, вернувшись в Россию, могут быть серьезной проблемой для внутренней безопасности, для внутренней стабильности. Это действительно правда. Мы обязательно раскроем эту тему у нас в телеграм-канале и потом уже обсудим с вами в наших выпусках. Многие, немножко отвлекусь, обижаются или расстраиваются, извиняюсь, на то, что мы
не даем много конкретной информации. Я хочу, чтобы вы поняли. Конкретная информация имеет свою цену и имеет свой вес. Конкретная информация должна отработать полностью себя для того, чтобы стать гласностью, для того, чтобы стать доступной для широкого круга лиц. Пока она не отработана, в том числе вам в пользу, уважаемые зрители и слушатели, к сожалению, мы не можем дать полностью все подробности. Я надеюсь, что вы относитесь к этому, большинство из вас относится к этому с пониманием. И когда я вижу в комментариях, в основном боты, конечно, пишут какие-то глупые комментарии по поводу того, что везде вода, мы не даем конкретной информации. Мы даем конкретную информацию. Конкретная информация у нас в Телеграм-канале, конкретная информация у нас в YouTube, но после того, как эта информация уже возымела свое действие, после того, как она уже отработала. После этого, безусловно, она становится достоянием широких масс. Так, теперь давайте перейдем еще к одной интересной теме. Посещение Крыма Николаем Патрушевым. Николай Патрушев возмущен был докладами ФСБ, в которых говорится о том, что партизанские ячейки украинские формируются в Крыму, а то, что они начинают функционировать, это что это грозит безопасности как самого Крыма, так и России в целом. Надо понимать, что если вдруг Крым будет нестабилен, это повлияет довольно серьезно на фронт. Фронт снабжается, по крайней мере, южная часть фронта снабжается с Крыма, и нестабильный Крым может обвалить весь Южный фронт. Вместе с Южным фронтом, безусловно, рухнет и Восточный, и вообще вся так называемая специальная военная операция, которая до сих пор, между прочим, так и называется, специальная военная операция, да, но мы с вами понимаем, что это война. Так вот, вся специальная военная операция может закончиться для российского руководства плачевным образом. Уже сейчас военачальники стараются не тратить зря личный состав, как того требует Путин, и стараются, как только идет полномасштабное наступление, или в случае Украины контрнаступление, стараются российские военачальники людей сохранять и все-таки отступать на, как говорит Министерство обороны, на более выгодные позиции. В этом есть рациональное зерно. Уже сейчас большинство, еще раз подчеркиваю, большинство в Генштабе и Министерстве обороны прекрасно понимает, что война проиграна. Нет возможности у России выиграть эту войну. Рассчитывают, возможно, на какие-то дипломатические методы, но так как мы видим, ведет себя Лавров, который на сегодняшний день не дипломат, а пропагандист, который откровенно говорит, что ему плевать на выполнение его, на то, как он выполняет свои обязанности, ему откровенно плевать. Он именно так и говорит прямым текстом. Так вот, нет никаких надежд на то, что эта война будет окончена благодаря дипломатам. Ну вот на военные почему-то надеются. Надеются и постепенно отступают. То, что какая-то часть военачальников будет объявлена негодяями, предателями, и их обвинят в том, что именно из-за них рухнул фронт и российские войска потерпели поражение, нет никаких сомнений, но это, безусловно, не так. Все решения ключевые принимались президентом России Владимиром Путиным. Путин лично руководил фронтом, лично, вплоть до каких-то совсем небольших операций. Он давал распоряжения начинать или заканчивать, он давал ключевые советы. Он посчитал, что он умеет играть в солдатики гораздо лучше, чем любой генерал. Чем это обернулось, мы видим сейчас на фронте. Он действительно в последнее время стал больше доверять генералам, действительно немножко отстранился от проведения так называемой специальной военной операции, и сейчас он занят более глобальными делами. Ну, готовит ядерную войну. Так, ну, на этом давайте, наверное, пока все. Мы с вами обсудили некоторые события, большую часть интересующих вас вопросов
я надеюсь, смогу осветить в пятничном выпуске. Еще раз повторяю, в описании к этому, вернее, не в описании, извините, в комментариях к этому видео оставляйте свои вопросы. И в пятницу я сделаю выпуск с ответами на ваши вопросы. К нашим уважаемым подписчикам Patreon я тоже попрошу, оставляйте вопросы в Patreon, и или в конце этой недели, или в начале следующей я сделаю выпуск специально для подписчиков Patreon, где отвечу на, в этом случае, большинство вопросов, потому что у нас не так много подписчиков, и мы имеем возможность общаться, что называется, напрямую, и отвечать практически на все вопросы, которые нам задают подписчики в Patreon. Поэтому предлагаю всем, кто имеет такую возможность, подписываться на наш Patreon, помогать нашей деятельности. Мы работаем для вас. Я хочу, чтобы вы это понимали. Так, все, мы вас любим. Это искренне. И это главное. Мы руководствуемся гуманистическими идеалами и, безусловно, любовью к любому живущему. Мы вас любим. Всего доброго. До свидания.